16 декабря, это ближайший вторник, весь читающий мир будет отмечать 250 лет со дня рождения писательницы Джейн Остин. И многие из вас спросят, какое мне дело до какой-то некрасивой женщины в чепчике, которая писала какие-то дамские романы в несусветной древности, аж еще до Пушкина. Я объясню. На примерах. Романы Джейн Остин как фильм «Молчание ягнят». Когда современная молодежь посмотрит этот фильм впервые в жизни, она потом морщит носик и говорит: «Ну, это все так не оригинально, мы все это уже 100 раз видели в других фильмах». Вы это 100 раз видели, потому что этот фильм заложил основы жанра. Я осознаю, что это по книге, но я сейчас говорю именно о кино для наглядности. «Молчание ягнят» было первым. Они все это придумали. А потом последующие хорроры с извращенцами, серийными убийцами и храбрыми, не подчиняющимися начальству и при этом ранимыми следователями просто безбожно сдували у них сценарные и визуальные приемы. И так закрепились эти самые клише психологических хорроров про серийных маньяков. И так во всем. Кто-то был первым, кто-то придумал совершенно оригинальную идею, впоследствии повторенную тысячами подражателей. И нынешние стандартные плоские романтические комедии, книги, фильмы и сериалы со всеми их штампами, над которыми потешаются пародисты и критики, это все изобрела мисс Джейн Остин. До нее сюжеты и герои любовных романов были совсем другие. Вы не сможете сейчас читать то, что с увлечением читала Татьяна Ларина. Вы просто не поймете, как люди вообще это читали и почему считалось, что это интересно. А романы Джейн Остин сможете, и многие читают. Я не говорю, что они прям универсально понравятся всем, но у нее до сих пор есть фан-клубы по всему миру. Джейн Остин создала современный любовный роман, но она сделала не только это. Ее значение для развития современной литературы больше и глубже. Я не собираюсь сегодня осчастливливать вас очередным подробным пересказом ее биографии, которую вы можете найти в каждом углу интернета. Мы сосредоточимся именно на том, как она заложила основы жанра, который мы стесняемся признаться, но все равно любим. Когда Джейн Остин публиковала свои произведения, Пушкин еще ходил пешком под стол. Его Татьяна могла бы в хронологическом смысле читать романы Джейн Остин, но она этого не делала. И не только потому, что, скорее всего, не знала английский язык. С какой стати уездной барышне учить английский? Французский, разумеется, немецкий, может быть, итальянский, если она очень амбициозна. Но зачем ей английский? Что она с шерстью собирается торговать? Татьяна не могла читать ее книги, потому что Джейн Остин при жизни и сразу после смерти не была достаточно популярна, чтобы ее издавали за рубежом. Не то чтобы ее совсем не читали, она была типичным культовым писателем с маленьким, но восторженным культом, в который входил даже британский принц-регент. Но большая часть интеллигентной публики не воспринимала ее всерьез, не считали настоящей литературой. Она как минимум на 30 лет опередила свое время. Сменятся 2 поколения. Литературные вкусы в конце концов нагонят ее книги, и она вдруг станет понятна и очевидна для всех, и викторианская публика начнет строить жизнь и писать романы по ее образцам. И Джейн Остин начнет непрерывно переиздаваться в Британии и за рубежом, а потом выйдет на экраны, с которых не сходит до сих пор. Мы знаем не так много подробностей о личной жизни Джейн Остин, что на самом деле странно для такого человека, как она, жившая в эпоху, когда все писали очень много писем многочисленным друзьям и родственникам. Люди также писали дневники всю жизнь. Можно было ожидать, что о Джейн будет известно абсолютно все.
Но ее сестра и лучшая подруга Кассандра по неизвестной нам причине уничтожила большую часть их переписки после смерти Джейн. Возможно, это странно слышать современному человеку, привыкшему выкладывать на всеобщее обозрение каждый момент своей жизни. Но в те годы люди еще ценили свою приватность. Кроме того, Кассандра однозначно старалась сохранить в тайне нелицеприятные подробности жизни семьи. Джейн была очень прямолинейным человеком, и в своих письмах она писала все, что думала. И весьма вероятно, Кассандра старалась защитить репутацию не только Джейн, но и всех Остинов. В воспоминаниях и биографии Джейн, написанных ее родными, нет даже намека на скандально знаменитую тетушку Джейн Ли Перо. Эта богатая и высокопоставленная дама была судима за кражу кружева из магазина. Довольно большого куска дорогого кружева, что по законам тогдашней Англии было крупной кражей и каралось повешением. Тетушку оправдали, но скандал был колоссальный. Или полностью опущен тот факт, что среди 8 детей Остинов один из мальчиков родился с какими-то тяжелыми проблемами развития, и родители отдали его на воспитание. И Джейн предстает перед нами в рассказах родных как добрая, тихая тетя Джейн, милая старая дева, полностью довольная своей замкнутой жизнью в кругу семьи. Критики давно не соглашаются с таким ее изображением. Характер и убеждения писателя не могут не просвечивать в его сочинениях. Хоть все письма сожгите. Но в целом у Джейн была сравнительно благополучная жизнь и хорошая любящая семья. Она была 7-й из 8 детей сельского пастора, доброго, уважаемого человека. У него был стабильный, но небольшой доход, и чтобы прокормить всю ораву детей, ни один из которых, кстати, не умер во младенчестве, что уникально хороший результат по тем временам. Отцу Джейн приходилось постоянно брать подработки. Он арендовал ферму и брал на обучение мальчиков, которые жили у них в доме. То есть Джейн фактически жила в семейной школе-пансионе. Их сестрой отдавали учиться в нормальные школы для девочек дважды, но на короткий период. В первый раз их пришлось забрать домой, потому что в школе началась эпидемия тифа. Помните, Степлтон из «Собаки Баскервилей» рассказывал, что у него была школа, но она разорилась, потому что там началась эпидемия, и 3 мальчиков умерли. Это была довольно типичная история для тогдашних английских интернатов. А во второй раз девочек забрали, потому что у семьи не было денег, чтобы оплачивать их обучение. Так что в значительной мере Джейн занималась самообразованием. В ее распоряжении была их домашняя библиотека и еще библиотека их соседа. Ее отец и в целом семья с ранних лет поддерживали ее интерес к писательству. Ей никто не запрещал писать, напротив, ее поощряли, и вся семья, собираясь у камина, охотно слушала, как Джейн читала им вслух свои сочинения. Благо, она сразу с подросткового возраста начала писать смешные вещи. Джейн Остин была прирожденным юмористом. Ее первыми сочинениями были пародии на модные сентиментальные романы и даже на фундаментальную историю Англии. Джейн писала уморительные тексты, а сестрица Кассандра их иллюстрировала. Джейн неоднократно начинала и оставляла какие-то свои идеи, после чего она через несколько лет могла вернуться к какой-то начатой работе и переделать ее. И так несколько раз. И ее главные романы постепенно вырастали из этих ее юношеских упражнений. Часто говорят, что она сочинила все свои главные произведения к 23 годам. Но это не совсем так. Мы можем отследить некоторые их идеи к ее юношеским сочинениям. Но она активно работала над своими произведениями всю жизнь до самой смерти. Первую попытку издать ее сочинение предпринял ее отец. Причем похоже, что Джейн даже не была в курсе. И хорошо, потому что известный издатель в Лондоне, к которому обратился преподобный Остин, отклонил рукопись, даже не читая. Джейн тогда было
года 22. У нее уже были закончены первоначальные варианты «Разума и чувств» и «Гордости и предубеждения» под другими заглавиями. К этому моменту ее собственное сердце уже было разбито. А надо сказать, что у самой романтической писательницы было в жизни всего 1,5 романа, если их вообще можно так назвать. Первый, совершенно бесцеремонно раздутый в фильме «Becoming Jane», случился, когда ей было 20 лет. Сын соседей, студент-юрист Том Лефрой, приехал домой на каникулы, и на каком-то местном балу он познакомился с Джейн. Из писем Джейн к Кассандре ясно, что они проводили много времени вместе. «Я почти что боюсь тебе рассказывать, что мы вытворяем с моим ирландским другом», – пишет она сестре. «Представь себе все самое распутное и шокирующее, что можно делать, танцуя и присаживаясь рядом на стульях». 5 дней спустя она напишет, что ожидает предложения от своего друга и что «мне придется ему отказать, если он не откажется от своего белого сюртука». Но в следующем письме тон Джейн изменится. «Настанет день, когда я в последний раз пофлиртую с Томом Лефроем, и когда ты получишь это письмо, все будет кончено. Слезы текут, когда я пишу об этой печальной мысли». Весь этот роман был обречен с самого начала. И было бы странно, если бы Джейн и Том сами этого не понимали. Ни у того, ни у другого не было денег. Они были очень молоды и не имели перспектив. Семья Лефрой быстренько вмешалась и отослала Тома в Лондон. Джейн больше никогда его не видела. Но, похоже, надолго сохранила в сердце свою первую и не исключено, что последнюю любовь. Джейн не была красавицей. Кроме того, у нее был острый язык и саркастический ум. И не было приданого. Никого не удивило, что она так и осталась старой девой. Только однажды у нее был шанс выгодно выскочить замуж. В 1802 году некто Харрис Бигуизер сделал ей предложение, и Джейн поначалу согласилась. Харрис был грузным, некрасивым, косноязычным и совершенно бестактным человеком. Но зато он был наследником обширных поместьй, расположенных в районе, где выросла Джейн. С этими ресурсами она могла бы обеспечить родителям безбедную старость, дать Кассандре, тоже старой деве без перспектив, постоянный дом и, возможно, помочь братьям в их карьере. Это было очень выгодное предложение, но наутро Джейн отозвала свое согласие. В каждой книге она будет прямо или косвенно повторять устами своих персонажей, что нет худшего несчастья, чем брак, заключенный без любви. Ее собственных слов, ее собственных мыслей мы не знаем, поскольку Кассандра по неизвестным причинам уничтожила все письма от сестры за 1801-1804 годы. Но похоже, что отказ Джейн выгодно выйти замуж перечеркнул все надежды семьи на финансовую стабильность, и мать не простила ей этого до самой смерти. Смерть отца в 1805-м оставила Джейн, Кассандру и миссис Остин практически без средств к существованию. И братья обязались сделать ежегодные взносы, чтобы содержать мать и сестер. Джейн решительно предпринимает усилия стать профессиональным писателем и зарабатывать своим пером. Джейн Остин отнюдь не была первой профессиональной писательницей Европы. Успешные женщины-писательницы существовали и до нее. Но в Англии считалось, что интеллигентной женщине подобает одна профессия – жены и матери. Литературный труд мог быть хобби. А что там женщины? Байрон же тоже не хотел брать гонораров за свои поэмы. Быть профессиональным писателем было не то чтобы неприлично, но решительно непрестижно. И особенно это касалось романов, которые в целом как жанр считались низким искусством. Даже самые сентиментальные, морализаторские, занудные романы считались по большому счету бульварной литературой. Отец Татьяны Лариной, как вы помните, в романах не видал вреда. И вы знаете, к чему это привело. Если бы Татьяне не позволяли читать всякую пошлость, Руссо всякого,
Она бы не писала потом любовных писем соседям. Джейн Остин при жизни никогда не будет подписывать свои книги собственным именем. Ее первый роман выйдет за подписью «Леди». В 1811 году, когда Джейн Остин будет уже 36 лет, первый ее роман выйдет в свет. Это был «Разум и чувства». Интересно, что это не был первый принятый к изданию роман. Еще в 1803 году Джейн продала издательству Кросби за 10 фунтов эксклюзивные права на издание Нортенгерского аббатства. Был тогда такой варварский способ издания книг. Автор фактически продавал полные права на свое произведение издательству, получал некоторую сумму, и это было все. Больше ты ничего с этой книги не имел, никаких процентов, и ты не имел права отнести эту рукопись в другое издательство. Мэри Шелли так продала права на Франкенштейна, получила 35 фунтов за все про все, но ее роман хотя бы издали, а в случае Джейн Остин издатель просто положил ее роман на полку и так и не напечатал его, несмотря на ее возмущенные письма. Рукопись останется неопубликованной до тех пор, пока Джейн через несколько лет не выкупит авторские права. Она выучила урок. «Разум и чувства» были изданы на комиссию. При такой схеме издатель покрывал все расходы, после чего возвращал их из продаж, брал следующие 10% и выплачивал остатки автору. То есть, если книга не окупалась, убытки ложились на писателя. Но, по крайней мере, у издателя была мотивация как можно скорее напечатать и распродать тираж. «Разум и чувства» вышли в октябре 1811 года, получили хорошие отзывы и стали модными среди интеллектуальной аристократии. Остин заработала 140 фунтов. Это несколько десятков тысяч фунтов стерлингов в пересчете на современные деньги. Это был успех. После этого все ее книги выходили за подписью «Автор разума и чувств». В январе 1813 вышли «Гордость и предубеждение». Еще 110 фунтов в копилку Джейн. «Мэнсфилд Парк», вышедший в 1814-м, раскупили за полгода. Это был ее самый прибыльный роман. В 1815 и 16 годах выходит «Эмма» и второе издание «Мэнсфилд Парка». «Эмма» продавалась хорошо, но провал переиздания свел прибыль почти к нулю. Пока готовилась «Эмма», Остин завершила «Доводы рассудка», но публикацию пришлось отложить. В 1816 году ее брат Генри обанкротился, и положение матери и сестер стало совсем аховым. И в том же году Джейн впервые почувствовала симптомы болезни, которая сведет ее в могилу. Отчего умерла Джейн Остин – это одна из любимых загадок, которые пытаются разгадать ее фаны. Мы знаем, что она точно умерла не от туберкулеза, как все вокруг. У нее началась какая-то затяжная внутренняя болезнь, которая делала ее все слабее и причиняла мучительные боли. Несмотря на болезнь, Джейн продолжала работать. В январе 1817 она начала свою последнюю рукопись, роман «Братья», он же «Сэндитон», оставшийся незаконченным. Джейн Остин умерла 18 июля 1817 года в возрасте 41 года. Через несколько месяцев после ее смерти в биографии, опубликованной ее братом Генри, Джейн Остин впервые будет названа автором популярных романов. К 1820 годам ее книги перестанут издаваться, но их все еще читали по экземплярам, хранившимся в частных библиотеках. В 1832 году Ричард Бентли выкупил авторские права на все ее романы и опубликовал 5 иллюстрированных томов. Он заново откроет Джейн Остин англичанам. С тех пор романы Джейн Остин будут непрерывно переиздаваться и переводиться. Сначала романисты, а потом сценаристы и кинематографисты начнут строить свои романтические истории по схемам и стандартам, созданным еще в начале века провинциальной старой девой с честным взглядом на превратности любви. Обращаю ваше внимание, Джейн Остин не стала классиком и мировой знаменитостью при жизни не потому, что ее книги казались современникам слишком сложными или заумными. Напротив, ее считали легковесным юмористическим писателем.
И именно эти дефекты ее прозы были на деле прогрессом в литературе. Ее модернизм совершенно очевиден для нас с вами, потому что мы можем читать без напряжения ее книги, в отличие от книг ее прославленных старших современников. Даже Франкенштейна читать тяжеловато, а гордость и предубеждение нормально. Ее романы довольно короткие. Остин практически забила на то, что так раздражает современного читателя в старой классике. Она опускает считавшиеся необходимыми пространные биографии отцов и дедов героя, за что у меня, к примеру, большие проблемы с братьями Карамазовыми. Ее описание природы, пейзажей короткие и по делу. Тоже причина, почему книги XVIII века, включая мою любимую Карину, с трудом преодолеваются современным читателям. Мы не ценим этих описаний экзотических локаций, но тогда люди путешествовали значительно меньше. И о том, как выглядит, к примеру, Италия, могли знать по 3 гравюрам, спасибо, если раскрашенным. И описание пейзажей, замков и вообще зарубежных стран в романах заменяли людям Инстаграм. Джейн Остин же описывала свое творчество как крохотный в 2 дюйма в ширину кусочек слоновой кости, по которому я пишу тончайшей кисточкой. Она писала о своем окружении, о камерном мире вокруг нее. Провинциальная помещичья Англия, такая с виду благообразная и уютная. Но Джейн показала читателю, что романтическим героиням не нужно забираться в ущелье Альп и лезть в логово разбойников, чтобы оказаться в отчаянном драматическом положении. Они прекрасненько могут в нем оказаться, не выезжая за пределы Дербишира. Многие современники считали, что она писала легкие романтические комедии. Ее текст насыщен остротами, от мягкого юмора до сарказма. Но в целом общая интонация сочувственная и добрая. Джейн как бы ласково посмеивается над своими персонажами, над их невинными слабостями. И она извиняет их, потому что обстоятельства. И в описании этих обстоятельств мы читаем скрытую сторону благообразной английской жизни. Огромные проблемы, касающиеся гендерных ролей, классовых норм, экономики и брака. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Знаменитая вступительная фраза «Все знают, что одинокий мужчина, обладающий большим состоянием, должен испытывать нужду в жене». Это язвительный сарказм, выворачивающий наизнанку неприятную правду жизни. На самом деле это одинокие женщины испытывают острую нужду в муже, чтобы обеспечить свою жизнь. Ее реализм бескомпромиссен и иногда кажется цинизмом. Все героини Остин принимают решения, обусловленные вполне реальными финансовыми трудностями. Шарлотта Лукас выходит замуж за мистера Коллинза в «Гордости и предубеждении» исключительно ради экономического выживания, не глядя на то, какой он глупый и противный. Разум и чувство начинается с того, что сестры Дэшвуд и их мать теряют свой дом из-за законов, которые отдают все наследникам мужского пола. И многие язвят, что Элизабет Беннет хватило ума влюбиться в самого богатого мужчину в округе. Хотя Остин жила еще до появления термина «феминизм», ее часто называют одним из первых представителей феминизма. Ее героини – мыслящие существа, а не один сплошной комок нервов, как было до нее. Они не только падают в обморок, они принимают неприятные стратегические решения, занимаются самоанализом, пытаются противостоять обстоятельствам. Джейн настаивает на том, что внутренняя жизнь женщин так же сложна и значима, как и у мужчин, и не исчерпывается наивной религиозностью, как опять же было с героинями сентиментального направления, над которыми она иронизировала всю дорогу. И она закладывает основы психологического романа отношений, которые мы до сих пор видим повсюду в литературе и кино и воспринимаем уже как затертые клише. Сюжет, который вы видели сотни раз, когда герой и героиня при первой встрече оказываются непримиримыми врагами.
чтобы к концу понять и полюбить друг друга. Пьяница! Хулиганка. Я постараюсь вывести на экран хотя бы часть из миллиона подобных сюжетов. Он и она олицетворяют или в прямом смысле представляют противоположные социальные, политические, культурные интересы. Вы уходите, потому что директор вашего учреждения Калугина самодур? Угу. Самодура. Их ценности непримиримы, и они ненавидят друг друга аж до самого первого поцелуя. Кто это придумал? Джейн Остин это придумала. Элизабет и мистер Дарси показали пример. Причем они не просто враги, они должны измениться навстречу друг другу. В рамках романов XVIII века случалось, что один из героев, практически всегда мужчина, меняется под благотворным воздействием другого. Но главная героиня, невинная, благородная и трогательная, не меняется. А зачем ей? Она и так уже идеальна. Та же Памела Ричардсона – колоссально популярный роман предыдущего поколения. Но герои Остин оба должны измениться. Они учатся друг у друга. Они оба меняются к лучшему. И здесь присутствует еще одно открытие Джейн. Любовь – это не воля рока, а личный выбор, связанный с нравственным ростом. Пары Остин не просто влюбляются друг в друга с первого взгляда. Они становятся достойными любви благодаря самосовершенствованию. Так вот, с такими я не танцую. Дарси должен преодолеть высокомерие, Элизабет противостоять своим предрассудкам. Вообще идея, что противоположности привлекают друг друга в романтических отношениях. Эмма импульсивна и избалована, мистер Найтли принципиален и сдержан. Совершенно банально сейчас, но была абсолютной новинкой в ту эпоху, когда считалось, что люди сходились по причине сходства характеров и интересов. Находили свою вторую половинку, желательно точно такую же. Джейн Остин, не изучавшая психологию, храбро и интуитивно вывела принцип, что люди противоположного темперамента могут нравиться друг другу. Это не лежало на поверхности тогда, хотя сейчас мы смотрим на это как на банальность. Противоположности притягиваются. Каким ты был, таким остался. Еще один ее оригинальный сюжет, который сейчас, особенно в рождественских фильмах, вы встретите под каждой елкой. Второй шанс на любовь. Персонажи были влюблены в юности, потом судьба их развела. И вот спустя много лет они встречаются, слегка потрепанные жизнью. Они изменились, они чему-то научились, и они поняли, что могут исправить прежние ошибки и быть счастливы вместе. «Доводы рассудка» считаются книгой, заложившей стандарт этого сюжета. Я не говорю, что создатели фильма «Кубанские казаки» сознательно следовали за Джейн Остин, но она за 200 лет до этого создала контекст. Реалистичный, психологически оправданный, подтвержденный жизненным опытом, в котором начали существовать сюжеты романтических комедий. И к 20 веку они превратились в шаблоны и клише. И когда мы видим, как очередная голливудская героиня в лаковых туфлях на шпильках возвращается в родной городок и сталкивается там с неопрятным грубоватым увольнем, который не впечатлен ее дизайнерскими сумочками и карьерой, и она пытается поставить его на место, но постепенно осознает, что за внешней неотесанностью скрывается достойный и сильный характер. И кажется, что это туповатый комментарий на современное общество победившего феминизма. Но если присмотреться, то становится совершенно очевидно. Она мистер Дарси, он Элизабет Беннет. На сегодня у меня все. Читайте классику и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья,
то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!